Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам мюзиклы, то есть музыкальные фильмы с большим количеством песен, которые есть у меня в коллекции. В основном это будет Blu-ray издание мюзиклов, но также есть небольшое количество DVD и один мюзикл в формате 4К. Итак, пожалуй, начнем. И начать я хочу с диснеевских мюзиклов. У них достаточно много мюзиклов у Диснея. И начать хочу с Аладдина, который представлен у меня в таком вот издании. Иностранном британском издании. Здесь у нас два Амарея, в которых 3 фильма. Здесь у нас первая часть, самая известная, которая выходила в кинотеатрах. А также вторая и третья часть Аладдина, которая выходила сразу на носителях. Это у нас известные музыкальные фильмы. И также у меня есть и live-action ремейк данной картины. Фильм «Аладдин» 2019 года. Здесь присутствует внутренний арт у данного издания с Аладдином. В основном песни в этих двух картинах, в первом Аладдине и Аладдине live-action ремейке, одинаковые, но здесь также есть и те песни, которых не было в данном анимационном фильме. Такая вот коллекция. Переходим далее. И следующий у нас дубль. Это у нас анимационный фильм «Король Лев», также мюзикл, который был удостоен за песню Оскара. Присутствует внутренний арт, Blu-ray и DVD. Это у нас один из самых кассовых анимационных фильмов. И также самый кассовый анимационный фильм, выполненный в технике традиционной, то есть рисованной анимации. «Король Лев». И также его версия с компьютерной анимацией, в которой окружение, декорации сняты в реальности, а уже животные были нарисованы на компьютере. Как условно live-action ремейк «Короля Льва». Но все животные здесь также нарисованы на компьютере. И поэтому данный фильм также можно считать анимационным. 2 фильма про Короля Льва. И еще такой дубль из анимационного фильма и live-action ремейка. Это у нас «Красавица и чудовище» на DVD. Здесь видим танец красавицы и чудовища в этом анимационном фильме. Замечательная картина. И также live-action ремейк с Эммой Уотсон в главной роли. Представлен у него в таком вот издании из 2D и 3D версий. Здесь также присутствует внутренний арт, картинка внутри. И также у нас, как и у нас в анимационном фильме на DVD, здесь у нас танец красавицы и чудовища. Здесь также большинство песен, если не все, совпадают в 2 данных картинах. Переходим дальше. И у нас дальше будут отдельные фильмы. Первый отдельный мюзикл от Disney. Это «Холодное сердце». Известная картина,
которая была удостоена Оскара за лучшую песню Let It Go. Внутренний арт с персонажами фильма. Такая вот картина. «Холодное сердце» 2017 года. Переходим далее. И следующий фильм — это у нас «Русалочка». Фильм, с которого начался Ренессанс Диснея. Также музыкальный, много песен. И присутствует внутренний арт с пейзажем местности и замком. Идем далее. И далее у нас фильм «Мулан» на DVD. Он также музыкальный. Здесь присутствует несколько песен, не одна песня. Рассказывает про древний Китай. Как девушка стала воином вместо отца. И при этом вынуждена скрывать, что она девушка. Такой вот фильм. Идем далее. И следующий мультфильм, анимационный фильм, это у нас «Рапунцель. Запутанная история». Представлен у меня в таком вот металлизированном слипе. Здесь у нас Blu-ray и DVD. И также присутствует, как и на других изданиях от Диснея, внутренний арт с Рапунцель и с конем. Идем далее. И последний анимационный фильм от Disney, который я хочу показать. Это у нас фильм «Моана». Уже основанная, но на полинезийских, на истории Полинезии, на мифах Полинезии. И здесь у нас также присутствует внутренний арт с двумя главными персонажами картины. Такой вот анимационный фильм от Disney. И еще осталось два фильма с живыми актерами, также музыкальных. Это у нас Мэри Поппинс возвращается, где у нас роль Мэри Поппинс исполнила актриса Эмили Блант. Мы видим ее на внутреннем арте данного фильма, данного издания к фильму. И, наконец, последний фильм от Disney, мюзикл, который у меня есть. Это фильм «Чем дальше в лес». Здесь хороший актерский состав. Снялась та же самая Эмили Блант, Мэрил Стрип, Джеймс Корден, Анна Кендрик, Крис Пайн и Джонни Депп в небольшой роли волка. Именно Джонни Депп и Красная Шапочка представлены на внутреннем арте данного издания. И данная картина основана на одноименном мюзикле, который шел в разных странах. Это его версия в виде фильма. Такие вот издания мюзиклов, музыкальных фильмов от Disney. Далее пойдут анимационные мюзиклы от других издательств, от других студий. И первый это у нас «Делай ноги». Мюзикл анимационный, который был удостоен Оскара. Данную картину снял
известный режиссер Джордж Миллер, который наиболее всего известен по «Безумному Максу». И также вторая часть «Дело и ноги 2» в формате 3D издания представлена у меня в таком вот лентикулярном слипе. Здесь у нас два диска, просто с названием. Никакой дополнительной накатки у данного издания нету. Идем далее. И музыкальный фильм от 20 века Fox есть фильмом «Анастасия», который рассказывает историю о якобы выжившей дочери последнего императора России Анастасии. Также известная картина с хорошими песнями из нее. Фильм «Анастасия». И DreamWorks представлен у меня двумя анимационными мюзиклами. Это у нас «Тролли» и «Тролли мировой тур». Такое вот издание. Присутствуют карточки в данном издании. Присутствует буклет с заданиями. Есть внутренний арт. В буклете здесь у нас различные задания, украшения для детей. А на карточках моменты из первого фильма. Из фильма «Тролли». Такое вот издание двух анимационных мюзиклов «Тролли» и «Тролли мировой тур». И далее оставшиеся все издания, это у нас мюзиклы с живыми актерами, некоторые из которых являются сами по себе экранизациями мюзиклов, которые шли на сцене. И первый мюзикл, это у нас мюзикл от Тима Бертона «Свиньи Тодд» с Джонни Деппом в главной роли. Он основан на одноименном мюзикле, который как раз шел на сцене. Идем далее. Следующий фильм рассказывает про реального человека. Фильм «Величайший шоумен». Здесь у нас в главной роли актер Хью Джекман. Внутренний арт присутствует. И простая накатка без какого-либо дополнительного изображения. Фильм «Величайший шоумен». Идем далее. И следующий фильм, опять же у нас фильм с Джонни Деппом. Фильм «Плакса». Это один из ранних его картин. Одна из его ранних картин. И да, в данном фильме здесь есть песни. Фильм «Плакса». Далее фильм «Чикаго». Экранизация одноименного мюзикла, который шел на сцене. Также данный мюзикл выиграл у нас Оскар за лучший фильм. И это последний мюзикл
которые удостоили такой награды. То есть был шанс у следующего фильма, который я покажу, выиграть Оскар за лучший фильм, но не срослось, хотя изначально его дали, но потом забрали. А это у нас Чикаго, где у нас снялись Кэтрин Зета-Джонс, Ричард Гир и Рене Зельвегер. Идем далее. Следующий фильм, это у нас картина Дамьена Шазела, фильм «Ла Ла Ленд», в котором у нас снялись Райан Гослинг и Эмма Стоун. Это как раз тот фильм, который был на грани выигрыша Оскара за лучший фильм. Но это был скандал. Точнее, неправильно сначала назвали данную картину, что она выиграла. Но оказалось, что выиграл другой фильм. А эта картина проиграла. Фильм «Ла Ла Ленд» режиссера Дамьена Шазела. Далее у нас будет два мюзикла, которые сняты по песням, на основе песен группы Абба. То есть сначала были песни группы Абба, из них на основе их сделали мюзикл, а уже на основе этого мюзикла сделали фильм. Это у нас фильм «Мамма Мия». С хорошим актерским составом. Здесь у нас Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Колин Фёрд, Стеллан Скарсгард, Джули Уолтерс, Доминик Купер, Аманда Сейфрид и Кристин Барански. И также есть у меня вторая часть. Единственный фильм сегодняшней подборки в формате 4К. Здесь у нас те актеры, плюс еще некоторые новые представлены. Здесь у нас присутствуют карточки. С кадрами из фильма. И так эти карточки выглядят сзади. Два мюзикла «Мамма Мия» и «Мамма Мия 2». Далее еще один случай. Мюзикл по книге, а потом на основе этого мюзикла был снят фильм. Это фильм «Отверженные» по мотивам романа Виктора Гюго. Здесь у нас снялись Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтэуэй, Аманда Сейфрид, Эдди Редмейн, Хелена Бонем Картер и Саша Барон Коэн. Хороший актерский состав. Данная картина была удостоена 3 премий «Оскар», также 5 номинаций на премию «Оскар». Такая вот накатка. Фильм «Отверженные». Далее еще случай мюзикла по книге, а потом на основе мюзикла фильм. Сначала сам мюзикл, это у нас «Призрак оперы». Здесь у нас представлена его постановка в Королевском Альберт-Холле. А также сиквел мюзикла «Любовь никогда не умирает». Здесь у нас две этих постановки представлены в формате Blu-ray. Но также они выходили, данные фильмы, и на DVD в похожем издании. А уже сам фильм на основе этого мюзикла, это у нас фильм Джоэла Шумахера, картина «Призрак оперы». Здесь у нас есть изображение под диском, внутренний арт, рекламка и другое изображение из данной картины.
Мюзикл «Призрак оперы» и его экранизация. Идем далее. Следующая картина также известная. Это фильм База Лурмана. Картина «Мулен Руж», в которой у нас снялись Николь Кидман и Юэн Макгрегор. Хороший мюзикл. Далее. Мюзикл на основе рок-хитов 80-х годов. 70-х-80-х годов. «Рок на века», который также основан на мюзикле, который шел на сцене. И здесь одну из ролей сыграл актер Том Круз. Можем видеть Тома Круза на обложке данного издания. Далее. Музыкальный фильм, мюзикл на основе биографии Элтона Джона «Рокетмен». От режиссера Кингсмана. Здесь у нас есть карточки, буклет, а также присутствует внутренний арт данного издания. Это у нас карточки с Элтоном Джоном. А также буклет, где у нас представлены кадры со съемок фильма, а также кадры из самого фильма. Такое вот издание. Фильм «Рокетмен». И последние это у нас старые мюзиклы. Первый старый мюзикл это у нас «Волшебники страны Оз». Фильм 1939 года. Известная картина с того времени. Один из первых цветных фильмов. И это у нас мюзикл. На первом диске представлен сам этот фильм, а на втором дополнительные материалы, в том числе более ранние экранизации «Волшебника страны Оз». Далее. «Вестсайдская история», который основан на одноименном мюзикле, данный фильм. И был экранизирован автором мюзикла. Картина «Вестсайдская история». Здесь у нас присутствует внутренний арт, но он еле заметен. Далее. Картина «Звуки музыки». Один из самых кассовых фильмов своего времени, опередивший «Унесенные ветром» в свое время, на некоторое время. И данная картина у нас является мюзиклом. Мелодрама и мюзикл. Фильм «Звуки музыки». И, наконец, последнее. Это у нас советское кино, созданное на основе оперетты. И в соответствии чего получается у нас музыкальный фильм, мюзикл «Свадьба в Малиновке». Такое вот издание в формате Blu-ray есть у меня в коллекции. И это было последнее издание, последний мюзикл, который хотел вам сегодня показать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Какие еще вы знаете мюзиклы, можете написать
которые я не показал, которых у меня нет в коллекции. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. А на этом все. Пока.